я нашел информацию, которой нет на просторах интернета. Тема, от названия которой мурашки по коже. Цифровая безопасность – это постоянная гонка между разработчиками и хакерами. Мессенджеры вроде Viber стали ключевыми каналами общения и потому часто становятся целью хакерских уделок. Сейчас мы рассмотрим основные формы и методы, с помощью которых взломать Viber все-таки возможно. Комментарии реального хакера по этому поводу. Что нужно делать, чтобы получить доступ к чужим сообщениям, и разберем, что делает сама корпорация Viber, чтобы наши с вами сообщения были в полной безопасности. Что вы знаете про теневой APK-файл? Ну и как же без информации о том, что нужно делать, чтобы максимально защитить свой аккаунт от вмешательства извне? Обо всем этом и еще много-много интересного расскажу прямо сейчас. Приятного просмотра! Viber является одним из мессенджеров, в котором обмениваемся сообщениями, фото и видеоматериалами, как мы с вами, так и наши родители, бабушки и дедушки. И несмотря на то, что многие кричат про то, что Viber нужно немедленно удалять с телефона, не пользоваться и забыть про него, то статистика говорит об обратном. Состояние на начало 2025 года количество зарегистрированных пользователей по всему миру превышает 1,5 миллиарда, что довольно немало. И повторюсь, что несмотря на советы дельцов из интернета об опасности этого мессенджера, люди все же им пользуются по двум причинам. Либо они не видели эти видео, либо им глубоко все равно на них, и они пользуются тем, чем им удобно. И плавно переходим к формам и методам, с помощью которых взломать Viber все-таки возможно. Рекомендую не переключать видео, а досмотреть его до конца, так как я собрал максимум доказательной базы в этом видео. Ну и постарался использовать минимум водички, которая так вам не нравится. А еще вас ждет информация про секретный APK-файл, который ломает Viber на раз-два. Let's go! Первым и самым простым методом является фишинг. Суть проста, как капля воды. Дельцы отправляют поддельные фишинговые ссылки, которые выглядят как легитимные, но ведут на сайты, крадущие логины, пароли или коды подтверждения. Пример: вам приходит сообщение якобы от службы поддержки Viber с текстом о том, что ваш аккаунт пытается кто-то взломать, и дабы обезопасить его, нужно ввести код подтверждения, который придет сию же минуту в смс-сообщении на ваш же номер телефона. Тут все просто. Вы ввели код, потеряли Viber. Не ввели, остались при своем аккаунте. Сильные стороны. Простота, то бишь не требует особых технических знаний. Массовость. Дает возможность рассылать ссылки миллионам пользователей, что, впрочем, и состоянием на сейчас, к сожалению, работает. К слабым сторонам можно отметить: все зависит от доверчивости жертвы и конкретного случая. Современные фильтры Viber и антивирусы часто блокируют такие ссылки. Но не стоит забывать о том, что преступность идет в ногу со временем. Бдительность еще никому не навредила. Далее метод поинтереснее, по-крупному так скажем. Сим-свопинг. Это уже не фокусы, а социальная атака на оператора связи. Нужно собрать на жертву досье: фамилия, имя, отчество, дату рождения, номер телефона, паспорт и круг общения. После чего звонок или поход в магазин оператора связи, притворяемся владельцем и говорим, что потеряли сим-карту. Если повезет, то у нас есть ее копия. Далее все просто. Заходим в Viber, вводим номер, получаем код. Все, доступ получен. Работает по сей день, но требует ресурсов и наглости. Да и многие операторы теперь спрашивают дополнительные подтверждения, личные фото или прямое видео. Но метод довольно рабочий. Третий способ — это вирусы, они же вредные программы. Тихий, аккуратный и страшно эффективный метод. Зараженный APK-файл под видом обновленного Viber Pro или анонимного Viber с черным дизайном, и пользователь сам себе устанавливает шпиона. С этого момента злодей видит все: keylogger, переписку, местоположение. Главное — замаскировать вирус, избежать обнаружения антивирусами. Иногда это делается через разрешение в Android, например, через Accessibility Service. Очень мощный инструмент, но он требует грамотной подготовки. Чем дольше вирус не заметен, тем дольше он собирает информацию в системе. А иногда хватает просто подключиться к Wi-Fi в кафе. Хакеру достаточно
сесть в кафе, создать фальшивую точку доступа с именем Free Coffee Wi-Fi, сидим и ждем, как на Wi-Fi подключаются десятки телефонов. Правда, Viber шифрует трафик, хакер не перехватит сами сообщения, но может получить доступ к незашифрованным данным, например, логинам в других приложениях, через которые можно попасть на почту, а потом к резервной копии чатов. Это уже требует инструментария типа Wireshark, SSL, Strip, Meeting Proxy, старый метод, но на удивление все еще живой в местах с плохим покрытием и отчаянными пользователями. Самым коварным методом будет обычный разговор, то бишь социальная инженерия. Взламывать ничего не нужно. Нужно просто убедить человека. Представляемся сотрудником поддержки. Говорим уверенно, называем имя. Мы зафиксировали подозрительный вход. Человек в панике и сам нам диктует код или устанавливает нужное приложение, чтобы мы все проверили. Бесконтактно, но требует актерской игры, наблюдательности и психологии. Работает идеально на людях, которые считают, что безопасность это для параноиков. Одной из недооцененных лазеек является резервные копии. Viber шифрует их, это да. Но многие включают бэкапы в Google Drive или iCloud, а туда путь тоже можно найти. Получив доступ к аккаунту Google, мы получаем доступ к его Drive, а оттуда к истории сообщений. Часто все это лежит без пароля или с паролем типа 123456. Здесь уже нужны навыки социальной инженерии или фишинг Google форм. Интересно, что человек может стереть чат, думая, что все удалено. Но если он не трогал бэкапы, их все еще можно достать. Теперь честно, Viber не наивный новичок в этой игре. Он знает, как защищаться. Использует сквозное шифрование по умолчанию. Не хранит переписку на серверах. Если вы когда-то переустанавливали Viber на новое устройство, наверняка замечали, что чаты не переносятся, потому что данные с чатов хранятся на устройстве. И при смене устройства без резервной копии ничего не подтягивается, в отличие от Telegram, у которого вся информация с аккаунта хранится на серверах. Также Viber не позволяет использовать один номер на двух телефонах. Ругается, если мы входим с нового устройства. Даже подозрительные ссылки подчеркивает как потенциально вредоносные. Не сказать, что это защита от всего, но новичкам и посредственным хакерам там делать нечего. Компания также не сидит сложа руки. Она участвует в различных хакерских конкурсах типа Bug Bounty. На HackerOne можно было получить до 10 тысяч долларов за найденную уязвимость Viber. Это не шоу, это реальный тест. За последние 3 года через такие программы найдено и закрыто более 40 уязвимостей. Некоторые критические, вроде обхода шифрования через WebView. Разработчики открыты к проверке, и на самом-то деле это редкость, которая имеет место быть и сейчас. Но правда в том, что взлом это не про технологии, это про людей. Кто-то скачает подозрительный файл, кто-то сам отдаст код, кто-то забудет обновить систему. И каждый раз ты не ломаешь систему, ты просто обходишь человеческое внимание. И обещанная концовка про те самые опасные АПКшки. Вредоносные АПК-файлы, они же Viber Black Edition, с функцией ночного режима, якобы встроенной блокировкой рекламы. С опыта хакеров люди сами скачивали и устанавливали эти приложения, а вместе с ним и keylogger. Все, что они набирали, хакеры видели в режиме реального времени. Не только сообщения, но и пароли, заметки, даже мысли, если они писали их в своих заметках. Один парень использовал Viber, чтобы отправлять себе логины от криптокошельков. Так хакеры, вы поняли. Вот так это и работает. Если хочешь остаться невидимым, не включай Wi-Fi где попало, не вводи коды в спешке, не доверяй сообщениям от поддержки, потому что если тебя захотят взломать, первым сломается не Viber, первым сломается твое внимание. Всем пока.